Будем готовить сегодня густой холодный томатный суп. Проверяем ингредиенты. Все ли у нас на месте. Главное — помидоры. Хорошие помидоры нужны. Болгарский перец. Вот лучок такой нужен молодой. Посмотрите, видите, какой лук. Перчик остренький, лимон, огурчики, много огурчиков, цукини, зелень, базилик. Вот здесь у меня чесночок, укроп, соль, сахар и кое-какие специи в виде сухих трав. Ну и еще вот здесь у нас моцарелла. Сегодняшнее блюдо будет такое, требующее некоторой технической вооруженности. Вот, например, мороженица. Начнем с мороженого. Будем готовить мороженое из огурцов, из зелени, может быть, капельку чеснока, соли и черного перца. Начинаем с огурчиков. Терка, ситечка. Огурцы, разумеется, мытые. Огурцы я взял хорошие, да? Которые заведомо без горькой шкурки. Когда бывает очень жарко, огурцам не хватает воды, иногда шкурка бывает горькая. Тогда, конечно, огурцы лучше почистить. Привезли их из Азербайджана. Напоминаю, что сейчас у нас проходит на нашем канале конкурс азербайджанской кухни. Итак, вот огурцы потерли. Зачем я это сделал над ситом? Не надо отжать лишний сок. Но иногда огурцы бывают изрядно водянистые, и вот эту воду из огурцов лучше удалить. Итак, протертые измельченные огурцы. Вот это йогурт. Я мясо мариную, меня люди спрашивают, каким йогуртом вы маринуете. Йогурт — это просто сквашенное молоко. Сквашенное при помощи двух особых бактерий и ничего больше. Поэтому вот нормальный настоящий йогурт, он должен выглядеть вот так. Чаще всего в магазинах продаются какие-то обезжиренные сорта йогурта. Это, во-первых, невкусно. Во-вторых, это не полезно. Это бесполезный продукт. И даже тот, который написан на нем там нормальная жирность, там 3,5-4%, он все-таки недостаточно густой. Поэтому приходится вот смешивать со сметаной, и получается нормальный йогурт. Такой, как бывает в Турции, такой, как бывает во Франции. В Турции йогурт вообще режут ножом. Понимаете, как? Почти как сыр. Немного зелени сюда хотелось бы добавить. Вот эту зелень хотелось бы порезать помельче, потому что в составе мороженого потом вот эти лопухи зеленых листьев не хотелось бы видеть. Есть страны, где петрушка считается прям вот очень вкусной зеленью. Она там бывает на самом деле несколько вкуснее, чем у нас. Мне этого маловато, и мне хотелось бы чего-нибудь повкуснее. Смотрите, орегано, да? Смотрите, розмарин. Впрочем, вот прованские травы содержат в себе уже и розмарин, и тимьян, и обязательно базилик-то наверняка есть. Поэтому можно обойтись и только прованскими травами. Пахнут вкусно, что они вкусно пахнут, во-первых. Можно добавлять сухие травы, не брезгуйте. И сухих трав обычно я добавляю немного, ну вот там с полчайной ложечки. Что теперь осталось? Посолить. Морская соль с чесноком и травами. Вот есть смысл ее добавить. Можно просто добавить обычной соли. Но я добавлю вот эту вот морскую соль с чесноком и травами. Часто люди жалуются на мельнице, непонятно сколько туда просыпалось чего. Я поддержу крышку как есть. Ну вот сколько, да? С чайную ложку примерно. Очень сильный запах, поэтому я больше добавлять не буду. Вот еще с полчайной ложечки обычной соли. Я думаю, будет нормально. Мороженое, которое делаешь дома сам из нормальных продуктов, рецепты, которые написаны в старых поварских книгах, оно получается изумительно. Ну а мы сейчас делаем мороженое необычное, очень необычное. Здесь, внутри этой мороженицы,
настоящий холодильник, который сейчас будет охлаждать вот это ведерко, которое я туда поставил, да? И принцип любого мороженого, что мешать при замерзании. Что сейчас происходит в этом мороженом? Охлаждается ведерко до минус 18 градусов, и при этом продукты внутри осторожненько перемешиваются. То есть не дает мешалка это образоваться кристаллом. Вот сегодня нам нужно получить удивительное мороженое, которое состоит из йогурта, огурцов, пряных трав и чуточку соли. Вы потом поймете, для чего мне нужно это мороженое. Знаете, что эта штука сильно гудит. Поэтому я предлагаю убрать ее в другое помещение, и пусть она гудит себе там. Потому что вот это будет продолжаться минут 40, может быть час. Еще одно устройство. Соковыжималка. У меня уже есть нарезанные помидоры и болгарские перцы, вот, начищенные от семян, и нарезанные кусочками. Я хочу сделать томатный сок и сок из болгарских перцев отдельно. А смешивать мы их потом будем по вкусу, подбирая вкус, сочетая вкус. Мы же не знаем, каковы на вкус эти помидоры. Может, они слишком сладкие, может, перцы слишком сладкие, вот, кислоты будет хватать, не будет хватать. В общем, чтобы все это можно было подкорректировать, я делаю раздельно. Густой, красивый томатный сок. От чего зависит вкус томатного сока? От свежести помидоров, от их спелости. Конечно, сейчас еще может быть не самый лучший период для вот такого супа. Но мы вам снимаем его сейчас, потому что вот хорошие помидоры пойдут, вот скоро, да, в июне пойдут хорошие настоящие помидоры. Те помидоры нужно выбирать, чтобы они были очень яркими на вкус. Они должны быть кисло-сладкими, вот язык от них должен щипать, губы от них должны щипать. Не просто сладкими, а именно кисло-сладкими. Несколько процентов там, если будет соки из перца, останется томатов, ничего страшного. Мы всего лишь навсего готовим томатный суп, мы не запускаем ракету в космос, мы ничего не взвешиваем в граммах, мы ничего не отмеряем в минутах. Мы нацелены на результат. Получить результаты, пути достижения этого результата могут быть каждый раз разными. Видели, из помидоров жмыха выходило совсем мало, а с болгарского перца жмыха больше, то есть он менее сочный. Но зато в нем больше вкуса и цвета. Посмотрите. Можно было бы сказать и все, но я знаю, как добавить аромата к этим двум сокам. Мы сейчас возьмем, получим сок из базилика. А, собственно говоря, почему нельзя взять сок из базилика? В нем же есть какой-то сок. Мы его сейчас и получим. Посмотрим, сколько получилось. Вот такие чернила. Вы понимаете, как он пахнет? Какой у него сладкий, приятный аромат. Вот теперь у нас томатный сок. Можем попробовать, какой он на вкус. Могу сказать, что ничего особо хорошего в нем пока что нет. Потому что если бы это были вот летние, вот вызревшие под солнцем помидоры, о да, это было бы кое-что. Мы сюда должны, во-первых, прежде всего добавить соли. Преизряднейшее количество. Я думаю, вот на это количество сока, а этот болгарский перец, я думаю, в итоге уйдет либо весь, либо почти что весь. Сюда можно добавить еще и немного сахара, потому что эти помидоры не самые сладкие. Пока добавляю примерно 1 ложку. Они не только не сладкие, но они еще и не кислые. Красивый на вид. Уже и вкус у них какой-то такой похожий на настоящие помидоры. Но пока что еще очень много чего не хватает. Вот, например, не хватает лимонного сока. Не будет запаха лимонного от этого в итоге супа. Потому что запах, он вот отсюда, вот он из цедры. Вот цедру поскребите, вот это запах. Эфирное масло лимонное. А в лимонном соке самом эфирного масла не так уж много. Поэтому, если хотите добавить лимонный запах, нужно использовать лимонную цедру. А если хотите добавить кисло-сладкий вкус, то лучше использовать лимонный сок. Половина лимона, и вот сколько-то сока взял, а сколько-то сока
там осталось. И теперь добавляем перец. Ну, понимаете, да, это болгарский перец. Он не острый, совершенно, можно сказать, сладкий. И самое главное, он красивый. Вот у него цвет красивый. Все надо тщательно размешать, чтобы все растворилось. Соль, сахар, лимонный сок, чтобы разошелся. Как пробовать на кухне? Ну, можно, конечно, вот так вот, как поросенок, там, с этой прям ложкой. Эту ложку облизнул, обратно туда ее в миску. Так не надо делать. Должна быть еще одна ложка, чистая, для вас. Из этой ложечки аккуратно сюда. Все правильно. Вот ведь чего не хватает. Сока из базилика. Размешаем, добавить сюда успеем. Намного лучше. Если ты попробовал, и у тебя потом изо рта пошла слюна, и ее трудно остановить, вот значит хорошо. У меня сейчас ровно так. И поэтому какую-то минутку даже говорить не мог. У базилика очень сладкий такой вкус. Очень сладкий. И мне нужно поймать баланс между кислым и сладким. Между островато-пряным и вот таким вот каким-то сладковатым запахом. Понимаете? Баланс не только между вкусами, но и баланс между жгучестью, остротой, пряностью. В глубину уводит вкус масла. Причем не просто в глубину, а в некоторую такую, скажем, основательность. И вот чего мне здесь сейчас не хватает, это некоторой такой аппетитности. Вот это вкусно, но прямо за слюна пошла, да? Но хочется, чтобы это ел и остановиться не мог. Я беру немного чеснока. Это рубленый чеснок. Весь класть пока не буду. 2-3 ложки оливкового масла. Я сейчас помешаю этот чеснок, потру его в масле. Из него ароматические вещества в масло выйдут. А сам чеснок нет, там не нужен. Все должно быть очень тонко. Если человек ест и понимает, что здесь есть чеснок, все, мы проиграли. Не должен человек, который ест вместе с нами этот суп, понимать, почему вдруг томатный сок стал таким вкусным. Он просто должен вот вздрогнуть от вкуса. Но не должен понимать, почему. Лучше. Значительно лучше. Но теперь мне вот чего не хватает. Теперь мне не хватает чего-то елового. Розмарин. Ну как розмарин добавить? Розмарин. Масло хорошо воспринимает вкусы, запахи от других продуктов. Потому что природа вкуса и природа запаха, часть вот этих молекул, которые дают этот запах и дают вкус, они бывают водорастворимые, часть жирорастворимая. Это хороший бальзамический уксус. Мы сейчас тоже что добавим, но вместе с розмарином, потому что часть вкуса из розмарина вытащит масло, а часть вкуса уксус. О, вот это дело, вот это сила. Итак, что у нас здесь получилось? У нас получилось, что в итоге вот на эту бадью литра на 2,5 сока, я думаю, что это примерно на 7-8 порций, 4 ложки оливкового масла, очень полезного. Половина столовой ложки оливкового масла в еде, в обед. Тем более, что еда-то у нас получается летняя, без мяса. Но это масло необходимо абсолютно. Еще раз попробуем. Браво! Браво! Теперь вот этот сок надо поставить в холодильник. Он сейчас очень яркий, очень вкусный, очень насыщенный. Но если мы хотим получить
в итоге нормальную еду, а не не что-то такое слишком уж яркое, слишком вульгарный, яркий, назойливый вкус тоже нехорошо. Вот его когда остудим, и вкус, и запах будет гораздо спокойнее. Пойду в холодильник. Заодно посмотрю, как там мороженое. А у меня здесь вот немножко чеснока осталось. Хочу я сделать еще кое-что. Чеснок. Немного укропа. Морская соль камес. Хорошая соль. Не думайте, что раз это продается в магазинах, то это уже непременно и плохо. В магазинах разное продается. Да? Надо правильно найти. Так, наверное, этой соли хватит. Нужен черный перец. Вот здесь, в этой мельнице, он герметично абсолютно упакован, его нюхай, ничего не выйдет. Прямо вот сейчас он перемелится, да, и попадет туда, куда надо. Если здесь есть четверть столовой ложки, то я думаю, что этого и будет достаточно вполне. Посмотрите, вот он здесь правильно приправленный. Здесь есть крупинки и достаточно крупные, и есть довольно мелкие. То есть такой помол, как вышел без ступки. Ну угадайте с 3 раз, что сюда еще добавим? Можете угадать? Из укропа чуть-чуть сок надо выдавить. И все это размешать надо. Зачем мне эта смесь такая вот желто-зеленая, ароматная, пряная? Я давно знаю, что чеснок, соль и укроп вместе работают замечательно. Чеснок, укроп, соль и помидоры вместе еще лучше работают. Создают аккорд какой-то невообразимой красоты. Мы сейчас вот что сделаем. Вот видите, да? Противень выслан бумагой пекарской. И вот хлеб. Их надо так порезать, кисточкой вот этим маслом с чесночком и с укропом смазать и в духовку поставить, чтобы они были горячие и хрустящие. Суп у нас будет холодный, а вот этот хлеб должен быть горячий и хрустящий, да еще ароматный, он должен детством пахнуть. Во всяком случае, моим детством. Не надо ставить духовку на слишком высокую температуру, градусов 150 будет достаточно. Хлеб должен только чуть подрумяниться и должен чуть подсохнуть. Знаете, какой он вкусный этот молодой лук. Но я сейчас вас научу, как его сделать просто в 50 раз вкуснее. Каждый раз, когда гриль будете разводить или когда у вас рядом духовка есть, вот так его надрежем. Ой, что сейчас будет, ой. Здесь написано приправа итальянская, но по сути это прям то, что мне нужно, потому что практически все прованские травы вот здесь уже добавлены. Да, собственно говоря, здесь вот так прям можно. На разрез лука надо насолить, насыпать. Соль солью, специи специями. Посмотрите еще, что сделаем. Потрем их вот так вот друг от друга, чтобы там прям захрустело внутри эта вот соль, чтобы она прямо вот впилась туда, в прожилки этого лука. Чтобы сильно не лилось, прижму пальцем, палец у меня чистый. Прям по капельке. Во-первых, и луку будет вкуснее, и специи, ароматические вещества, чтобы разошлись. Это тоже в духовку. Там же хлеб сейчас будет запекаться. Вот вместе с хлебом поставьте. Это одновременно должно прийти сюда на стол. Итак, вот мороженое. Ох, прям вот свежим-свежим чем-то пахнет. Такой шарик от мороженого собираем. Если это тут растает, то это уже будет очень вкусно. А что там невкусного, скажите? Там были огурчики. Вкусные? Вкусные. Там была зелень. Вкусная? Очень вкусная. Там был йогурт. Очень вкусный. И вот готовят же окрошку на йогурте. Ой, 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 что сейчас будет? Моцарелла. Моцарелла, она из оперы итальянской. Она не из оперы испанской. Вы попробуйте, вы убедитесь, что это хорошее вкусовое сочетание. Теперь немного, совсем немного обжаренной цукини. Посмотрите, как обжаривают цукини. С чесночком, с травами, на хорошем оливковом масле. И теперь его величество томатный сок.
Как это надо есть? Вот этот теплый запеченный лук. Можно и вот эти цукини брать прямо вилочкой. И вот этот теплый, ароматный, хрустящий, с запахом чеснока и укропа хлеб. И то, что мы сегодня с вами приготовили, это не просто суп. Не просто летний томатный суп. Это немножко музыки. Это немножко моей души. Частичка моей души, которую я хотел бы поделиться с вами. Я хотел бы поделиться с вами самым лучшим, что у меня есть. Знаниями о еде, о том, как ее конструировать, о том, как эту еду можно создавать на основе уже имеющихся знаний, сформированными предыдущими поколениями. Не выдумывать все там с нуля, не фантазировать, а взять и создать что-то свое, оригинальное, но при этом очень вкусное. Как это делать? Ну, собственно говоря, я сегодня и рассказал. Что сказать? По традиции, да? Приятного аппетита, мои дорогие. Большое спасибо, что были с нами. Приходите еще. Приходите еще. Мы будем рады.